Всем халю! Поздравляю всех с наступающей Пасхой. Желаю вам всем мира, здоровья, добра, любви, счастья, благополучия и исполнения всех ваших желаний. Сегодня будем вязать пасхальное яйцо. Его еще называют пысанка. Меня всегда восхищали эти невероятные узоры на этих красивых, невероятных пасхальных яйцах. Но, к сожалению, я не владею техникой росписи пасхальных яиц. А сегодня я хочу предложить вам связать вот такое пасхальное яйцо. Желаю нам всем удачи. Все будет прекрасно. Итак, сегодня вяжем вот такое яйцо. Оно состоит из двух половинок, и между собой они связаны контрастной нитью. Вот так оно выглядит, это яйцо со всех сторон. Посмотрите, здесь уже веревочка, конечно, привязана. Я надеюсь, она вам не мешает. Чтобы понять по размеру, приблизительно сориентироваться, я сделала две заготовки. Вот эта заготовка на 10 петель, на 10 столбиков с накидом в центре. Она соответствует приблизительно яйцу размера L, то есть большому яйцу. Вот я вам покажу пластиковая форма. Это размер L. И вот сможете сравнить с натуральным яйцом размер L, который я купила в магазине. Это яйцо уже и длиннее. Натуральное яйцо чуть шире и короче, но по объему они приблизительно одинаковые. Объем у них приблизительно, можно сказать, одинаковый. Вот посмотрите, если взять эту форму, пенопластовое яйцо, мы сюда вкладываем, вот правильно берем сторону. Вот так это выглядит. Вот так оно здесь сидит. Вот таким образом. Если мы возьмем натуральное яйцо, вот посмотрите, приблизительно тоже соответствует форме. Нашей десяточки. Вторая заготовка у меня сделана на 9 петель, на 9 столбиков с накидом в центре. Она соответствует приблизительно размеру М, среднему размеру яйца. Вот у меня есть такая пластиковая форма. Это L-ка, простите, это М-ка. Вот, если мы положим сюда это яйцо, вот таким образом это выглядит. Соответствует такому размеру среднему. Я использовала нить хлопчатобумажную, вот 100% Баумволя, в 50 граммах 115 метров длина нити. Поэтому можете таким образом для себя сориентироваться, какую нить вам взять. Я использовала крючок 3,5 миллиметра. Ну, это вам для ориентирования. Если у вас вот только толстая нить есть, допустим, полиэстер, акрил, полиакрил, я тоже для вас сделала такую заготовочку. Вот толстая нить. Яйцо получается у нас большое, но это не страшно. Яйцо держит форму в любом случае. И, допустим, вы просто можете заполнить наполнителем. Вот возьмете любой наполнитель, или синтепон, или любой наполнитель для игрушек. Можете заполнить это яйцо, и у вас тоже получится
пусть оно будет большое, не имеет значения. Это будет красивое яйцо, и все равно вам будет доставлять удовольствие. И то, что вы его связали, и то, что оно у вас есть. Вот таким образом ориентируемся по размерам и по нити. Итак, первый ряд. Берем нашу нить и формируем волшебную петлю. Как мы это уже учились. У кого есть сложности с формированием волшебной скользящей петли, можете посмотреть видео на моем канале. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Итак, проходим под первой нитью, захватываем вторую, вперед наверх с поворотом, захватываем дальнюю нить, протягиваем ее в петельку и получаем нашу волшебную петлю. Вот такой вид она имеет. Наш первый ряд состоит из 10 столбиков с накидом. Итак, мы захватываем наш свободный кончик и колечко пальцами и вяжем 2 петли подъема. 1, 2. Будем считать, что это наш первый столбик. Теперь нам нужно провязать еще 9 столбиков в это колечко. 1, 2, 8, 9. Вяжем достаточно плотно, но не перетягиваем. Получаем вот такое полукольцо. Давайте посчитаем, сколько столбиков у нас здесь есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков с накидом. Берем наш свободный кончик, подтягиваем его. Здесь тоже подтягиваем ниточку. И закрываем наш первый ряд, провязывая соединительную петлю в первую верхнюю петельку нашего первого столбика. Вот таким образом. Закрыли наш первый ряд. Обрезаем нашу ниточку. Протягиваем ее в петельку. И просто затягиваем. Ничего особенного нам здесь делать не нужно, потому что следующие ряды будут их накрывать все эти узелки. Единственное, что нам нужно сделать обязательно, эту ниточку нам нужно тоненьким крючком провязать вниз, чтобы она не мешала нам в вязании следующего ряда. Просто ее нужно вот подальше отвести. Вот таким образом. Эту нить мы пока не трогаем. В конце нашего вязания мы ее затянем как нужно и закрепим. Вот такой первый ряд у нас получился. Начинаем вязать второй ряд.
нашего изделия. Берем следующую нить, наш первый ряд, следующий наш второй ряд будет состоять тоже из столбиков с накидом, и провязывать мы их будем в арочке между столбиками первого ряда. Обратите внимание, не в петельку, а именно в арочку между столбиками. Где вы начнете вязание второго ряда, не имеет значения. Совершенно не обязательно начинать там, где вы закончили первый ряд. Даже удобнее будет, если вы начнете в другом месте. Вот, допустим, здесь. Итак, присоединяем нашу вторую нить вот таким образом. Получаем первую петельку. Затем провязываем 2 петли воздушные, петли подъема. Таким образом мы уже сформировали с вами первый столбик с накидом. И теперь в эту арочку провязываем еще 2 столбика с накидом. Я прошу прощения, еще 1 столбик с накидом. Перепутала с третьим рядом. Вот что у нас получается. В следующую арочку мы тоже провязываем 2 столбика с накидом. Вот сюда. И еще один. Следующую. Еще 2. Вот такой узор у нас получается. Таким образом вяжем до конца ряда. Здесь обходим наш узелочек. Закрываем его. И вяжем последние 2 столбика с накидом нашего второго ряда. Вот что у нас получается. Закрываем наш второй ряд, провязывая соединительную петлю в верхнюю петельку нашего первого столбика. Наш второй ряд закончен. Обрезаем ниточку. И затягиваем ее в нашу петельку. Не забываем нашу свободную ниточку вот так опустить вниз, чтобы она не мешала нам вязать следующий ряд.
этого будет достаточно. И если вам мешает вот этот бугорок, тогда можете затянуть нитку более аккуратно. Если вы спокойно, свободно его обходите, значит оставляйте так. Итак, второй ряд завершен. Третий ряд у нас темно-зеленая нить. Также присоединяем ее к нашему вязанию. Дальше мы будем тоже вязать столбики с накидом в каждую вторую арочку, то есть арочку между веерами. В эту и так далее. Через каждые 2 столбика с накидом. Вот таким образом. Присоединяем нашу следующую петлю, нашу следующую нить. Вот таким образом. Сделали нашу первую петельку. И делаем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Как вы уже догадались, в каждую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Здесь еще 2. И в каждую следующую по 3. Нужно подтянуть эту петельку. Вот что у нас получается. Далее через 2 столбика, вот в следующую арочку, мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И так далее вяжем до конца этого ряда. Вот следующую провязываем. Желаю удачи и удовольствия. Встретимся в конце третьего ряда. Итак, заканчиваем наш третий ряд. Нам осталось провязать 3 последние столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот мы связали еще один ряд, третий. Всего у вас должно получиться в третьем ряду 30 столбиков с накидом. Закрываем наш ряд, верхнюю петельку первого столбика соединительной петлей. Вот таким образом. Отрезаем нашу ниточку. Протягиваем ее в нашу петельку. И не забываем нашу свободную ниточку, которая у нас получилась, опустить вниз вязание, чтобы она не мешала вязать нам следующий ряд. Если вам мешает узелок при вязании, можете
иначе ее закрепить. Я этого не замечаю, мне этот узелок не мешает. Вот такой третий ряд у нас получился. Приступаем к четвертому ряду. Берем нить натурального цвета, присоединяем ее к нашему вязанию, опять в арочку, протягиваем нашу ниточку и формируем первую петлю. Вот таким образом. Дальше 2 петли подъема. И теперь в эту арочку мы провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Получилось всего 4 столбика. Вот такой веерочек у нас вышел. И теперь в каждую арочку последующую мы провязываем 4 таких столбика с накидом, получая вот такой веерок. Давайте сделаем еще один раз вместе. 1, 2, 3, 4. Вот такой узор у нас получается в 4-м ряду. И далее вяжем по кругу. Желаю вам удачи. Встретимся в конце ряда. Подходим к завершению нашего 4-го ряда. Провязываем последние 4 столбика с накидом в нашу арочку. Расправляем наше вязание. Вот у нас получился такой круг. Закроем наш 4-й ряд, провязывая соединительную петельку. Отрезаем нашу ниточку и протягиваем ее в нашу петельку. Вот такой круг из 4 рядов мы получили. Можем сравнить его с нашим яйцом, то есть полуяйцом. Вот полностью совпадает. Вот таким образом мы связали 4 ряда. Приступаем к 5-му ряду. Берем нашу нить розового цвета. В 5-м ряду мы будем формировать носик нашего яйца. Для этого мы обозначаем с вами вершинку носика и начало подъема его вывязывания. Мы берем
с вами булавочку и отмечаем нашу самую высокую точку. Я обычно беру вот где-то посередине над зелененьким лепесточком вот такую петельку и закрепляю ее. Это будет наша вершинка, наш носик. Как видите, я взяла петельку посередине между двумя веерами. И отмечаем 4 петли в одну сторону и 4 петли в другую. 1, 2, 3, 4. Отмечаем тоже булавочкой. И 1, 2, 3, 4. Вот тоже, вот видите, у нас тоже между веерочками. И здесь между веерочками отмечаем булавочкой. Вот у нас получается, здесь будет находиться носик нашего яйца. Вязать начинаем снизу. Вяжем столбиками без накида до вот этой нашей первой петельки, до нашей первой булавочки. Должно получиться, по-моему, 16 столбиков, в зависимости от того, с какого столбика, с какой петельки мы начнем. Ну вот если мы начнем, давайте отсюда, чтобы пройтись по нашей... Нет, давайте начнем все-таки со следующей. У нас в конце получится тогда завершение тут же. Меня это устраивает. Итак, подсоединяем нашу ниточку. Делаем петельку. И вяжем столбики без накида по кругу. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Провязали 15 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все верно. Следующую петельку, которая у нас отмечена булавочкой, мы ее снимаем и сюда провязываем полустолбик с накидом. Вот так мы его делаем. Полустолбик с накидом. И в следующую еще один полустолбик с накидом. Протягиваем нашу ниточку. В следующую петлю мы провязываем настоящий полный столбик с накидом. И еще одну петлю, еще один столбик с накидом. Вот таким образом. Мы подошли к следующей булавочке, и здесь будет самый носик, самый острый уголочек нашего яйца. В эту петельку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. Далее мы провязываем столбик с накидом в следующую петлю. Еще один столбик с накидом в следующую. Далее мы провязываем столбик без полустолбик с накидом, прошу прощения, полустолбик с накидом, и вот здесь наша булавочка уходит, и здесь у нас получается последняя петелька нашего носика, еще один полустолбик с накидом. Вот таким образом мы связали носик нашего яйца. И далее вяжем столбики без накида до конца нашего ряда. Теперь вместе с носиком у нас должно получиться 42 столбика. Предыдущий ряд у нас был 40 столбиков. У нас добавилось 2 столбика в вершинку нашего яйца. И теперь на выходе у нас должно получиться 42 столбика. Встретимся в конце нашего ряда. 38, 39, 40, 41 и 42. И закрываем наш ряд вот в первый столбик, первую петельку нашего ряда. Вот видите, вот они сразу совместились. И мы их соединяем. Обратите внимание, наше яйцо уже приобрело свою правильную форму. Отрезаем нашу ниточку. Здесь мы уже не делаем узелок, потому что здесь уже пойдет более тонкая работа. Мы вытягиваем нашу ниточку и протягиваем ее крючком тонким на обратную сторону нашего вязания. Вот таким образом, чтобы было незаметно, где закончился наш ряд. Это будет все равно, конечно, чувствоваться, но визуально этого не будет видно. И еще один стежок сделаем, протянем ее чуть ниже. Дальше, чтобы она нам не мешала. Эти длинные ниточки пусть остаются, они не должны нам мешать. И нельзя их коротко обрезать, потому что они потом будут выглядывать через наши дырочки. Если вы оставите длинные ниточки, то они спокойно там лягут и больше мешать никому не будут. И теперь последний ряд нам остается. Итак, вяжем последний ряд. Берем нить натурального цвета, присоединяем ее к нашему вязанию.
И вяжем по кругу столбики без накида. Просто самые обыкновенные столбики. Вот здесь была эта наша петелька, мы ее проходим. Я имею в виду завершение предыдущего ряда. И вяжем дальше. Столбики без накида до конца ряда. У нас должно получиться 42 столбика. Как видите, вязание уже здесь достаточно плотное получается. И этот последний ряд полностью формирует форму нашего яйца. Заканчивает полное оформление нашей половинки. Вяжем до конца ряда. Встречаемся вот здесь. 38, 39, 40, 41, 42. Вот мы провязали последний ряд. У вас должно получиться 42 столбика без накида. Посчитайте обязательно. Это очень важно, потому что мы сейчас будем соединять наши две половинки, и у нас должно быть одинаковое количество столбиков. Закрываем наш столбик. Соединительной петлей. Вот что у нас получается. Отрезаем нашу нить. И теперь точно так же вытаскиваем ниточку и протягиваем ее тонким крючком вот в эту петельку. И таким образом закрываем наш ряд. Протянем ее дальше, чтобы она нам не мешала сшивать наши половинки. Кроме того, мы ее закрепим с такой же ниточкой, первой ниточкой этого ряда. Свяжем ее вот в такой узелочек. Теперь мы можем немножко подрезать наши ниточки. Давайте мы вывернем эту нашу половинку и посмотрим, что у нас здесь есть. Все проверим. Эти ниточки в порядке, их трогать не обязательно. Эти все в порядке. Единственное, неожиданно закончилась запись. Итак, мы должны только вот позаботиться о нашей скользящей петле. Я ее уже здесь достаточно хорошо затянула. Мы ее завязываем с нашей первой ниточкой. Не перетягиваем, но хорошенечко завязываем, чтобы она у нас не соскальзывала. Вот так. Эту такую длинную нитку мы, конечно, обрежем. Но, как я уже говорила, короткими делать их не будем. Можем чуть-чуть эти подрезать. Ну и посмотрите сами, какой длины у вас какие нитки получаются.
чтобы лишнее тоже не было, чтобы не мешало. Но и не оставляйте их короткими. Укладываем их все в нашу половинку яйца. Вот это тоже длинноватое. Можем отрезать. Итак, мы получили вторую половинку нашего яйца. Вот сравним ее с той половинкой, которую я вязала для примера. Ну и, собственно говоря, вязала для того, чтобы нам сформировать полное яйцо. Вот посмотрите, они одинаковые, имеют форму пол яйца, вы видите. Поэтому не особо имеет значение, чем вы наполните это яйцо. Либо у вас есть пластиковое яйцо, или вот как у меня пенопласт. Вот посмотрите, оно ровно помещается в нашу форму. Вот что у нас выходит. Сейчас мы это сошьем, и у нас получится полноценное яйцо. Также вы можете любым наполнителем заполнить. Я уже говорила, это или синтепон, или любой наполнитель для игрушек. Вот, так что теперь нам осталось только сшить эти две половинки. Для этого мы берем иголку с ниткой. Вот я взяла такого цвета, как у нас серединка нашего яйца. И теперь мы начнем связывать наши серединки, то есть наши половинки. Наши половинки начнем связывать с носика. Вот там, где у нас здесь 3 столбика с накидом, мы берем ту петельку, которая, в отличие от нас, моя камера немного устала, но ничего, мы продолжаем нашу работу. Итак, мы взяли нить, вдели ее в иглу. Игла у меня специально для сшивания изделий, вязаных изделий. Вот такая, у нее тупой кончик. Завязываем в конце нашей ниточки такой хороший узелок. Вот. Он будет держать наше связанное яйцо. Берем одну половинку, как мы уже говорили, находим здесь средний столбик и вправо, то есть и слева от него, вот вкалываем нашу нить. Берем вторую половинку. И здесь точно так же находим средний наш столбик и уже справа от него вкалываем нашу иглу. Вот таким образом мы соединяем наши половинки. И затем дальше в каждую следующую петельку мы протягиваем нашу иголочку с ниточкой. И во второй половинке тоже. И вот таким образом, соединяя наши половинки,
Сшиваем их дальше. Каждую следующую петлю. Вот что у нас получается. Шейте аккуратно, не пропускайте петелек и старайтесь не попадать в одну и ту же петельку 2 раза, потому что придется переделывать. У нас число столбиков и петель на обоих одинаковое, поэтому все должно получиться. Наше шитье должно полностью совпасть. Вот продолжаем так сшивать его дальше. Периодически ниточки нужно подтягивать для того, чтобы все было равномерно и смотрелось красиво. Вот видите, я подтягиваю ниточку и шьем дальше. Вот такой шаг у нас получается. Итак, прошив большую часть яйца, ставим сюда нашу форму. То есть наше яйцо, либо наполнитель, как вы хотите. Если форма чуть-чуть меньше яйца получается, можно добавить еще наполнитель, как вам больше понравится. И заканчиваем наше сшивание. Вот подходим к завершению нашего сшивания. Вот так мы закончили до конца сшивания нашего яйца. Все наши петельки совпали. Если вдруг у вас что-то не совпало, пересчитайте еще раз. Значит, где-то вы ошиблись. У нас все совпало, должно было быть 42 петли или 42 столбика. Вот таким образом мы завершаем наше сшивание. Отрезаем нить. Крючком затягиваем, можем куда-нибудь сюда, затянуть нашу ниточку.
Не очень удобно, но нужно постараться. Вот вытянуть нашу ниточку и затянуть ее в вязание дальше. Где-то она зацепилась. Вот так все, она туда проскочила внутрь. Вот получилось наше яйцо. Мы можем связать к нему веревочку. Вот где такое же яйцо у меня. Это воздушные петельки. Можно 60 или 70 петелек связать и завязать здесь верхней часть на яйце. Вот наша работа такая закончена. Наше следующее видео я хочу сделать с таким же узором, только для тонкой нити. Там будет чуть-чуть другая схема, и выглядеть это будет иначе. Будет очень интересно. Желаю вам удачи с этими яйцами пасхальными и жду вас на следующем моем видео. Всем удачи, счастливо, пока-пока.